Всем привет, вы на канале SuperKit. Попал ко мне в руки интересный девайс – модем для мобильного интернета. Вполне современное устройство, которое способно работать в актуальных сетях на максимальных скоростях. Не так давно был обзор на тему об использовании старого смартфона в качестве устройства, о котором пойдет речь в этом видео. Итак, 4G модем от фирмы ZTE MF79U работает на всех частотах, которые есть у 4G в Украине – 900, 1800 и 2600 МГц. Во всяком случае, такую информацию я нашел, так как на сайте, где покупался модем, информации по частотам нет никакой. Скорость загрузки до 150 Мбит в секунду, скорость отдачи до 50 Мбит в секунду. В 3G данный модем способен работать на частотах 900 и 2100 МГц. Скорость загрузки до 42 Мбит в секунду, скорость отдачи до 5,76 Мбит в секунду. Также этот модем работает и в 2G на частотах 900 и 1800 МГц. Но для такого устройства, наверное, стандарт 2G не сильно и важен. Модем выполнен в классическом для таких устройств виде увеличенной по размеру флешки. Если сравнивать с модемом Huawei E3531, то видно, что ZTE MF79U немного побольше. Соотношение как у пчелы и осы. У этой модели есть два разъема для подключения антенны. Зачем-то есть разъем под карту памяти microSD, есть разъем под microSIM. Да, именно под microSIM, так как всем привычный SIM это мини-SIM. И есть опция раздачи интернета по Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Данная возможность актуальна для нашего времени, даже не столько потому, что кто-то не хочет заморачиваться настройками ПО на компе, а для универсальности, ведь раздать по Wi-Fi намного проще, чем прикрутить модем с мобильным интернетом к какому-нибудь планшету. Да и одновременное пользование несколькими людьми – это также огромный плюс. Питание берется через стандартный разъем USB. Снимая свой самый первый обзор о подобном устройстве, только с максимальным поколением мобильной связи 3G, для многих этот факт, на котором я вслух не сделал акцент, потом в комментариях почему-то вызвал вопросы. Я, конечно, хз, всех моделей в жизни я не видел, но 3G или 4G модем, выполненный в таком форм-факторе, с аккумулятором внутри мне не попадался даже в картинках, не то что вживую. Как по мне, очевидно, что здесь нет аккумулятора, он же просто сюда банально не вместится. Поэтому источником питания может быть сетевой адаптер для зарядки телефона, может быть Powerbank, а может быть и сам компьютер. В случае подключения напрямую к компу, модем может давать выход в интернет для компьютера прямо через USB, как это и делают классические модемы. Если же говорить про раздачу интернета по Wi-Fi, то так могут быть подключены до 10 устройств. Модем может выступать в качестве роутера между устройствами, и между ними можно будет наладить доступ друг к другу. Я, например, так и сделал. Давно создал папку на компе, в которую сливаю все, что снял на телефон именно через сеть Wi-Fi. Для начала начну с паролей. Ведь, читая отзывы, я вижу уже на этом этапе огромный ступор у купивших такой модем. Здесь есть два пароля. Один на Wi-Fi, а второй на вход в настройки. Откуда проблема понять, какой пароль от чего, мне сложно объяснить. Для того, чтобы попасть к настройкам модема, нужно в браузере ввести 192.168.0.1 или ufi.ztedevice.com. Про первый способ указано на коробке модема, а про первый и второй в инструкции. Да, это тот случай, когда неплохо бы и заглянуть в инструкцию. Так вот, на коробке под адресом 192.168.0.1 входа в настройки как раз написан пароль на вход в настройки, это же очевидно. Если пишут способ входа в настройки, то и пароль от этого же. Если нужно подключиться через сеть Wi-Fi, то информация об этом находится под крышкой модема, там где написано название сети Wi-Fi, которую нам предлагают ловить. Под ним красуется и пароль. Один из отзывов гласит о том, что инструкцию писали умственно отсталые, ведь в инструкции не написали, что пароль на Wi-Fi находится под крышкой модема. Тут у меня уже вопрос к автору этого комментария. А ты как пользоваться этим модемом собрался, не снимая крышку? Без сим-карты, что ли? А если ты вставлял сим-карту, то как ты не заметил там пароль для Wi-Fi? Что самое интересное, там не так много вообще комментариев есть, но при этом я нашел 3 комментария, которые подтверждают, что найти пароль для Wi-Fi это задача на Нобелевскую премию.
Под этой же крышкой, кстати, также написан и третий способ входа в настройки вместе со своим паролем. Как можно коннектиться к сети Wi-Fi и брать пароль для настроек, история умалчивает, но некоторые пытаются. Да, у меня здесь немного эмоционально, ну а как по-другому, когда это реально очевидно, когда говоришь в видео, что модем работает от сетевого адаптера или Powerbank, а тебе потом пишут в комментариях, почему не было сказано, есть ли тут аккумулятор. Установив сим-карту, подключаю модем к компу. Для этого использую очень удобный удлинитель, при котором модем может не просто лежать и вечно сползать куда-то, а устойчиво стоять там, куда поставят. Любой из этих паролей можно менять. Можно вообще сделать их одинаковыми, как сделал я. Можно изменить и название сети Wi-Fi на более запоминающееся, чтобы каждый раз не искать свою сеть и не вспоминать, как она там называется. После того, как попадаем в меню, то можно видеть разные пункты настроек и данных. Обозначу главное для такого устройства. Здесь можно выбрать конкретный стандарт сети. Это важно, так как если какая-то сеть, а именно 3G или 4G висит, то можно воспользоваться другой. В телефонах часто в настройках есть лишь предпочтительный стандарт, но этого мало. Чтобы выбрать конкретный стандарт, там необходимо использовать инженерное меню. Но оно хотя бы там есть. А здесь вряд ли есть какое-то инженерное меню, поэтому выбор стандартов очень важен. Здесь есть статистика трафика, но по умолчанию она не работает. Работает только тогда, когда мы задаем максимальную планку, при достижении которой сначала нас проинформируют, а потом мобильный интернет должен отключиться. Я считаю, что несмотря на то, что включить любой объем несложно, то все равно это недочет, так как я даже без включенных ограничений должен видеть количество использованного трафика. Через веб-страницу настроек можно отправлять и читать полученные смс. Можно переключаться на мобильную версию сайта, увидеть свой номер, свой email. Также на главной странице настроек отображаются данные о текущей, входящей и исходящей скорости, а также количество подключенных через Wi-Fi устройств. Есть выбор языка интерфейса между русским, украинским и английским. Естественно, отображаются данные о стандарте сети, о названии оператора связи и уровень сигнала. Переключиться между стандартом сети можно только при отключенной передаче данных. Касательно настроек роутера, здесь также доступны базовые вещи для настройки. При включенном DHCP сервере можно легко законтачить смартфон и компьютер, чем я постоянно и пользуюсь для сброса накопленного материала, о чем уже вспоминал. Еще в этой части настроек можно сменить пин-код и другие настройки, которые все равно ни на что не повлияют при использовании всего девайса. В отзывах читал, что устройства ZTE, да и не только ZTE, имеют некоторые трудности при работе с оператором Live. Поскольку мой интернет как раз у Live, то с него и начну. Вообще сразу отмечу, что я попробую оба режима работы, и через Wi-Fi, и через USB. Что касается Wi-Fi, связь с роутером будет через сетевой адаптер USB Wi-Fi, который поддерживает работу и в 2,4 ГГц, и в 5 ГГц. Я его купил тогда, когда купил новый роутер Asus. Этот адаптер отлично себя показал в работе, и именно он сейчас постоянно подключен к моему основному компу. Теперь про скорости. Я пробовал в разные дни, в разное время, как можно видеть, со скоростями все отлично. Да, иногда чуть быстрее, иногда чуть медленнее. Как правило, это скорость около 30 мегабит в секунду. В целом я не могу сказать, что есть какие-то проблемы. Учитывая, что это мобильный интернет, нужно помнить, что здесь можно просто сдвинуть модем на 10 см в сторону и получить скорость, которая будет отличаться в 3 раза. Поэтому нужно найти лучшее место, если, конечно, вам нужен самый максимум скорости. Как можно было видеть, у меня без проблем отображается и имя оператора, и шкала сети. Но, возвращаясь к комментариям, вижу информацию, что у некоторых людей не отображается названная мною информация. Учитывая, что там и фотки в доказательство есть, то по этому вопросу сомнений не имел. Сначала подумал, что может им проблемный модем достался, но потом я оказался в другой квартире, которая точно находилась под влиянием другой базовой станции. И зайдя в настройки модема, я такое же увидел и на своем устройстве. И при этом все совпадало с описанными симптомами, а именно по информации сигнала нет, имени оператора нет, но интернет при этом есть. Что самое интересное, такую проблему из тех, кто ее наблюдал, видели только у оператора LiveCell. От этого делаю вывод, что это не с модемом проблема, а с настройками на оборудование оператора. Причем, вернувшись к себе обратно, я снова убедился в том, что этой проблемы нет.
Здесь хочу добавить, что именно у LiveCell, а еще раньше у Live, также иногда наблюдались разные аномалии. Например, у меня был модем, который не работал с сим-картой Live вообще никак. При этом и модем, и сим-карта без каких-либо проблем работали врозь. Самое главное в этой истории то, что интернет все-таки есть, ну и как по мне тот факт, что одна и та же сим-карта в одном и том же модеме в зоне разных базовых станций заставляет по-разному работать сеть с этим устройством, подтверждает, что модем тут ни при чем. Установив сим-карту Kyivstar, по большому счету получил те же скорости работы. Также есть зависимость от времени суток. Естественно, что здесь не особо имеет смысл сравнивать возможности операторов, так как на это влияет несколько факторов. Даже если Kyivstar и оказался бы не просто более быстрым, а намного более быстрым, то что это бы дало мне? Ничего, потому что Kyivstar не дает мне 180 гигабайт инета в месяц, как делает это LiveCell. Пока альтернатив по тарифам нет, а скорее всего даже если придется менять тариф, то это опять будет LiveCell, так как даже следующий тариф, который следует после моего, все равно лучше, чем у конкурентов. Поскольку это все-таки модем, мне стало интересно вот что. Если кто-то следит за моими видео системно, то может помнить, что для раздачи мобильного интернета предусматривал и другие способы. Так еще году в 2015 я купил карманный роутер, который перепрошил прошивкой от Zyxel, а также относительно недавно купил домашний современный роутер Asus с USB-портом как раз под 3G модем, о чем уже вспоминал в этом видео. Вот мне и интересно, как 4G модем подружится с данными роутерами. Можно, конечно, спросить, зачем это все. Но, во-первых, в случае со стационарным роутером это полезно понимать, так как у него много выходов под витую пару для подключения компов проводным способом, чем я активно пользуюсь. Лучше провода пока ничего нет. В случае необходимости, возможно, придется делить мобильный интернет между несколькими компьютерами. В случае подключения к карманному роутеру смысла меньше. Но так или иначе, в обоих случаях интересно, может ли работать современный 4G модем с уже имеющимся у меня оборудованием. Для начала подключил к мини-роутеру, и этот всеядный малыш с модификацией прошивки чуть ли не 10-летней давности распознал модем ZTE. Точнее, как сказать распознал. Нигде в меню зайти в настройки модема я не могу, и даже увидеть подключенный модем также не могу, но инет при этом есть. И это видно на странице настроек, где написано, что доступ в интернет есть, где открылся учет статистики переданных и полученных данных. Скорость интернета не быстрая, но это не из-за роутера, а из-за того, что тест делался около загруженной базовой станции, где у меня всегда туго с любым из операторов. Как-то странно вышки к дому расположены, потому что когда все вокруг имеют проводной интернет, то слабо верится, что инет лежит в силу загрузки канала по передаче данных. Не верю я, что здесь есть такое большое количество пользователей мобильного интернета, что они положили сеть. Но не суть. Главное это то, что эти устройства подружились. Стационарный роутер также увидел подключение по USB и распознал в этом устройстве модем. Я доволен, что мои роутеры настолько всеядные. Раньше, когда покупал мини-роутер, это была проблема найти не просто связку, а ту, которая бы устраивала по возможной скорости. Ведь модем типа Huawei E160G или E1550 может и работал бы. Только они нафиг не были нужны для постоянного использования уже и 10 лет назад. Так на пару дней взять на дачу еще куда ни шло, но не в постоянное использование. Модем не имел в комплекте антенн, но их полно и в отдельной продаже. Они есть разной модификации. Я купил ради интереса, но если честно, то разницы в скорости работы не заметил. Вместо около 35 мегабит в секунду скорость не стала 100 мегабит в секунду. Как было, так и осталось. Возможно, для того, чтобы увидеть разницу, нужно было поискать другие локации, так как у меня и так могла быть отличная связь там, где я делал основную часть тестов. Но, честно говоря, не стал это делать. Если кто-то хочет, экспериментируйте. 4G модем показал себя отлично. Даже если в каких-то случаях были низкие скорости, то это вопросы к операторам, которые, зная, что конкретные базовые станции перегружены, ничего с этим не делают. Ну или не могут сделать при варианте, что новую вышку негде ставить. Набор тестов делался не одним днем. На момент выхода видео модему уже более месяца, и используется он каждый день по несколько часов. Wi-Fi пробивает через 3 стены, но уже не уверенно, 1-2 деления на шкале.
А если соединение и есть, то через такие преграды скорость лишь около 3 мегабит в секунду. Собственно, если модем нужно расположить на значительном расстоянии, то можно использовать в связке с роутером. Тем более, как можно было видеть, это вполне реально. Кому нужен без Wi-Fi, а чтобы сразу подключать через роутер или напрямую в компьютер, то можно даже сэкономить и купить версию без Wi-Fi. Ведь есть 4G модемы, как ZTE, так и их основного конкурента Huawei, которые стоят дешевле и не имеют возможности раздавать интернет через Wi-Fi. Что касается работы, полученные скорости вполне конкурентны даже с проводным интернетом в 100 мегабит в секунду. Да, проводной интернет стабильнее, с более низким пингом, а также полным безлимитом. Но, пользуясь мобильным интернетом сегодня, я особо не вижу разницы, сравнивая его с проводным. Скорость уже давно отличается не в 10-15 раз, а лишь в 2,5-3 раза. В таких же пропорциях отличается и пинг. При этом страницы открываются мгновенно, любое видео, которое мне нужно, без проблем идет. Даже закачка файла, единственный параметр, в котором проводной интернет заметно лучше, и та происходит достаточно быстро, на скорости от 2 до 5 мегабайт в секунду, что составляет от 16 до 40 мегабит в секунду, в зависимости от загруженности сети. 50 гигабайт трудно будет так скачать, но 50 одним махом и не особо нужно. Лично у меня тариф, в котором в месяц 180 гигабайт. При том, что я пользуюсь инетом, ни в чем себе не отказывая, мне без проблем хватает этого объема в месяц. Еще около 50 гигабайт сгорает даже. Конечно, проводной интернет сегодня есть и в 1000 мегабит в секунду, такой скоростью уже давно никого не удивить. И вообще, я не хочу сказать, что проводной интернет уже не нужен. Я думаю, что до времени, когда он будет не нужен, еще очень далеко. Если вообще такое время настанет, хотя бы исходя из цены и объема в тарифе у мобильного интернета. Ведь суть не только в сравнении скорости, а в том, что обычное бытовое использование мобильного интернета через современные устройства, я не вижу большой разницы в способе доступа в инет по личным ощущениям как пользователь, так как с комфортом получается пользоваться и при мобильном интернете. Из интересного могу добавить, что один из комментариев, как на розетке, так и на AliExpress, гласит о том, что на сайте ФОПДА есть какой-то модифицированный веб-интерфейс к этому модему, в котором есть возможность выбора не только стандарта сети, а и частоты в этой сети. Это действительно интересно и может оказаться весьма полезно. Я понимаю, о чем это речь. Еще 16 лет назад, когда мне доводилось пользоваться еще 2G Edge интернетом от того же Life, я через одну программу научился заходить, если так можно сказать, во внутренности модема и указывать рабочую частоту. И вот вышка, которая давала полную шкалу и к которой модем уперто подключался, давала лишь GPRS, который к тому же просто лежал, будучи перегруженным. И нет не ползал тогда даже на 50 килобитах в секунду. А я методом научного тыка, по очереди указывая частоту сначала 900 МГц, а потом 1800 МГц, понял, какая из них была моей базовой станцией и перегружена, и включил другую. У меня даже были подозрения, где она стояла, но самое главное, я тогда получил Edge со скоростью 200 килобит в секунду. Сегодня это кажется смешным, но тогда я в 5 раз увеличил свою скорость, просто выбрав более свободную базовую станцию. Что касается цены, разница от местных магазинов практически ничем не отличается от AliExpress. Меня это иногда удивляет. Например, модем не отличается даже на 10% в цене. А мини-компьютер, на который давно заглядывал, отличается в цене в 2 раза между местным магазином и AliExpress. При том, что комп стоит намного дороже, а значит, по идее, в процентном смысле должен иметь более низкую наценку. Но, видимо, эта схема работает не всегда. Единственный бонус покупки на AliExpress можно сразу найти с антеннами почти за ту же цену. Когда-то я делал также обзор возможностей модема ZTE MF730. Он работает лишь в 3G, но его скорость до 42 мегабит в секунду, а на практике он давал около 20 мегабит в секунду, что даже сегодня является вполне конкурентным вариантом. Очень жаль, но несмотря на то, что то видео я снимал в 2018 году, оно даже вообще особо не набрало до сих пор просмотров. Конечно, это можно объяснить тем, что мобильный интернет перекочевал в смартфоны и все такое. Я согласен, но мобильный интернет от 3G или 4G модема еще по-прежнему актуален. Во всяком случае, мне кажется именно так. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!